Добрый день, дорогие друзья. Извините, у меня возникла некоторая техническая проблема. Микрофона у меня сегодня нет, но я вас слышу, я рад вас всех видеть. Мы готовы начать. У нас могут, в принципе, быть англоговорящие участники на вебинаре, поэтому я предлагаю перевод все-таки задействовать на английский язык. Вот сейчас вроде бы таких людей нет, но если они появятся, чтобы они могли к нам присоединиться. Нет возражений? У меня возражений нет, на самом деле. Добрый день, меня зовут Дмитрий Лишафаев. Я хотел бы начать эту презентацию. So, good morning. My name is Dmitry Lishafayev, and I would like to start our today's presentation. Моя презентация называется «Инструменты, наблюдения за производительностью промышленной среды от утилит операционных системы до средства прогресс OpenEdge Management». The name of my presentation is Production Environment Monitoring Tools from OS Utilities to Progress means to OpenEdge Management. Я работаю с продуктами Progress, начиная с 1998 года. Сейчас работаю с версией 10.2b. Моя платформа IBM AIX. I have been working with Progress starting in 1998. The version that I'm working is 10.2b, and the platform that I'm using is IBM AIX. Давайте сейчас расскажем о платформах, о которых будет упоминаться на этой презентации. So let's talk now about the platforms that will be covered in this presentation. Моя операционная система – это IBM AIX. В принципе, это очень обычная Unix-система, да, похожая чем-то на Linux. My operation system is IBM AIX. In fact, this is quite a simple system. In some way, it is similar to Linux. Почему презентация построена на базе IBM AIX, на базе Unix-системы? Why the presentation is based on IBM AIX, based on the Unix system? Большинство баз данных находится именно на Unix-платформах, так как Unix-платформа most of the databases are actually placed on the Unix platforms. Since these platforms предоставляют огромный объем данных администратору, о котором можно судить о внутренних операциях операционной системы. Since these platforms can give a huge volume of data to the administrator, and he can, based on that, use this information accordingly. В Windows-системах с этим несколько сложнее. It's a little bit more complicated when we talk about the Windows systems. И, по крайней мере, в моем опыте мне известно очень мало систем, где использовался Windows в качестве сервера баз данных. And at least based on my experience, I can say that I know only few systems where Windows was used for the database. Итак, информация будет базироваться на базе IBM AIX, и в принципе все, что я расскажу о ней в плане команд, справедливо и для других Unix-систем. So all the information will be based on the platform IBM AIX, but in fact everything what I will be telling about the system will also be true for other systems. Естественно, перед использованием каждый сервер необходимо настраивать. Есть простые базовые настройки. Certainly before the use, each server needs to be set up. So, and there are certain settings for that. Значения по умолчанию серверов из коробок, они не оптимальны, и перед настройкой производительности необходимо провести базовые настройки. The default settings for the server out of the box, they are not always optimal, and the basic settings shall be done before the use. Это простые правила. Перед началом аудита производительности необходимо удостовериться в том, что стоит та версия OpenEdge, которая соответствует платформе. So the rules are quite simple. Before we start
audit of the performance, we shall make sure that we have that version of the OpenEdge which is in compliance with the platform. Это не пустые слова, так как не прочтя Product Availability Guide, можно поиметь очень много непростых ситуаций. This is not just words, because without reading the product availability guide, one can get into very difficult, complicated situations. Например, можно установить прогресс, но, к сожалению, сервер приложений не будет запускаться, и из-за лог-файлов никак нельзя будет узнать причину. For example, the progress can be installed, but the server of applications will not be starting up, and it will be impossible to find out the reason from the log files. После того, как мы удостоверились, что у нас стоит та самая версия OpenEdge, которая нам необходима, надо обратить внимание на настройки времени. After we make sure that we've got the version of OpenEdge that we need, we shall pay attention to the time settings. Например, в AIX 6.1 по умолчанию время переменной time zone стоит в формате Olsen. For example, in AIX 6.1, the variable time zone is in the Olsen format. К сожалению, прогресс до версии 10.1c не понимает этот формат. Unfortunately, Progress doesn't understand this format up to the version 10.1c. Как максимум, процессы сервера приложений будут получать от сервера неправильное время. And as maximum, the servers of the processes will be getting the incorrect time from the server. Это может нести ошибки в логику приложения. This might put some mistakes, some errors in the logic of applications. Еще есть такая проблема, которая свойственна целиком нашей стране. Это смена часовых поясов и крайняя неразбериха, связанная последний год с этим. And as a problem that is appearing here, and which is very true for our country, is the changing of the time seasons of during the year, and extreme disaster which is happening within the last year. В этом году, я так понял, планируется на уровне законопроектов еще раз поменять установки системы переменной time zone. As far as I understood, based on the laws, on the draft laws, decision will be made to change the time once again, the setting of the time, so to say. И вендоры операционных систем в принципе выпускают пакеты Java Time Zone Updater, которые обновляют временные зоны Java библиотек, которые работают в OpenEdge. And the vendors of the operation system, they produce so-called Java time zones, which will be updating the time accordingly. Во время прошлого не смены часовых поясов, когда мы остались на зимнем времени, да, мне приходилось тоже запускать Java Time Zone Updater для того, чтобы корректно работали все процессы прогресса, админ-сервер в том числе. During the last year, when we didn't change the time and stayed on the winter time, I also had to use the Java Time Zone Updater so that the time can be, so that the things can be updated accordingly, the progress. И необходимо применять также пакеты обновлений, которые выпускаются вендорами операционных систем. Вот IBM выпустила это обновление позже всех. Also, one should use the updates that are produced by the vendors of the operation systems. And for example, IBM has, for example, produced it recently as well. После того, как мы разобрались со временем, даже вместе с этим, нам необходимо удостовериться, что стоит та версия Java, которая нам необходима. After we sort out the time issue, we shall make sure that we've got that Java version that we need. Это мы можем узнать из Product Availability Guide. This, we can find this out from the Product Availability Guide. Например, для IBM AIX 7.1 необходимо сервис релиз 8, так как Java машина там не очень корректно работает.
For example, for the IBM AIX 7.1, we would need service release 8, since the Java machine doesn't run there very well. После того, как мы определились с базовыми настройками, с тем, что вот у нас вот есть сервер правильно настроен и нет таких глупых ошибок, мы захотим померить, оценить производительность. After we have done all the basic settings, and we have made sure that the server is running correctly, we would like to go over to measuring the performance. Производительность системы, она во многом определяется базовыми характеристиками системных ресурсов и их эффективностью распределения. The performance of the system is in many ways defined by the basic features of the system resources and the efficiency of their а также их allocation, совместного использования. and also by the common use. Определение ресурс, оно весьма расплывчато, но можно выделить 4 основных компонента. The definition, the term resource, is quite obscure, but 4 main components can be established. Это время использования центрального процессора, память, It's time of use of the central processor, пропускная memory, способность подсистемы ввода-вывода, input-output time, the throughput capacity of the I/O subsystem, of the disk и subsystem, пропускная способность сетевой подсистемы ввода-вывода. and the throughput capacity of the network I/O subsystem. Обычно считается, что если после выполнения активных процессов остались свободные ресурсы, то производительность системы она является удовлетворительной. Normally, it is considered that if after the active processes some free resources are still there, then we can think that the performance of the system is sufficient. А когда ресурсов не хватает, то процессы становятся в очередь. When when resources are insufficient, then processes start getting into Процесс, не queue. имеющий доступа к необходимым ресурсам, должен ждать, ничего при этом не делая. The process which does not have an immediate access to required resources will need to wait with being inactive within this И time. время, затрачиваемое на такое ожидание, это один из основных показателей ухудшения производительности. And the time which is actually spent on waiting for such resources is one of the main parameters, is one of the main signs that performance is deteriorating. Самый простой с точки зрения учета ресурс – это учет использования центрального процессора. The simplest from the point of view of accounting resource is the accounting of the central В process распоряжении time. системы всегда имеется примерно одна и та же часть его мощности. The system would always have approximately one and the same part of its capacity. Теоретически эта величина составляет все 100% мощности ЦПУ, но накладные расходы и другие причины приводят к снижению этого показателя до 95%. In theory, this number is actually about 100% of all the cycles of the processor, but extra expensive and other reasons will cause reduction of this number to 95%. Ну и, естественно, для процесса, занимающего более 90% времени, для пользовательского процесса, ограничительным фактором будет являться уже быстродействие ЦПУ. And of course, for the processes which is taking more than 90%, the limiting factor will be the speed of the central Это вот processor. пример узкого места ЦПУ. This is actually the example of the bottleneck in the central processor. Но на самом деле в повседневной жизни показатель, вот этот производительность ЦПУ, оно играет очень маленькую роль. But in fact, this parameter, the performance of the central processor, doesn't really play a big role in the real Ну, это при life. условии, что со всеми другими компонентами тоже полный порядок. Under condition that all the other parameters are in order. По опыту настоящим узким местом является канал обмена данными с жестким диском. From the experience, the real bottleneck in the system is the channel for the data transfer with the hard disk. Ну, это понятно, это механические системы, поэтому для поиска информации уходит десятки миллисекунд. So it's clear these are mechanical systems, and this is why the 10 milliseconds
are used for the search of for the Задержки information. такого порядка, они отодвигают на второй план все остальные факторы ухудшения производительности. Delays of this sort, they actually put away onto the background all the other reasons for performance deterioration. Ну, если это так представить, что каждое обращение к диску вызывает приостановку ЦПУ там, стоимостью несколько миллионов инструкций. If you just imagine that each call to the disk would actually give how to say this Каждое обращение. Would actually give the delay of the response of the disk by million of instructions. Типа instructions. Ну, эту проблему сейчас решают, например, применением специальных твердотельных дисковых накопителей серверных. Они, естественно, работают значительно быстрее, чем диски с движущимися деталями. But this problem is now solved by using the hardware disk compilers, and they are running much faster than the normal flexible parts. Благодаря использованию виртуальной памяти скорость дискового обмена может быть непосредственно связана с объемом имеющейся памяти. Due to use of the virtual memory, the speed of the disk exchange can be related to the existing memory. Так как есть ситуация, когда у нас используется область подкачки, paging space. Because sometimes we have the situation when we use the paging space. Поэтому можно сказать так, что по обращению к памяти, в том числе к виртуальной памяти, по своей стоимости для производительности приближается к работе с диском. Therefore, we can say that a call to a memory is getting nearer to the operation with the disk. То есть память, это тоже оперативная память, это тоже узкое место, наиболее часто приводящее к потере быстродействия. So the memory, the RAM, is actually also a bottleneck, which is also a reason for slowing down of the system. И четвертая проблема, четвертый ресурс, за которым надо наблюдать, это у нас пропускная способность сети и работа сети. And the fourth component which needs to be looked after is the throughput of the network and its throughput capacity. Вот, ну, эту проблему, в принципе, можно увидеть практически сразу. But this problem can be seen quite immediately. Итак, давайте рассмотрим ресурсы, ну, по очереди. So let's look at these resources in their sequence. Память в IBM AIX устроена следующим образом. The memory is made in the following way in the IBM AIX. В IBM AIX есть такое понятие менеджер виртуальной памяти, VMM, Virtual Memory Manager. In IBM AIX we have such a definition like Virtual Memory Manager, Он VMM. распределяет и обслуживает запросы для всех типов памяти, и виртуальной, и физической. It distributes and serves the queries for all the types of memory, both for virtual and for physical. Память разбита на страницы. Размер страницы по умолчанию 4 килобайта. The memory is split into pages, and the size of the pages at default is 4 kilobytes. VMM разделяет виртуальную память, ну, то есть целый дисковый, то есть целый ресурс памяти на два различных вида: рабочий сегмент и файловая память. The VMM is splitting the memory into different ways: the working memory and the virtual memory. Ну, я, наверное, сейчас просто немножко так сбился. На самом деле это вычислительная память и файловая память. In fact, this is calculating memory and file memory. Вычислительная память, она используется процессами. The calculating memory is used by the processors. Файловая память, в отличие от вычислительной памяти, она используется для работы с файловой системой. And the file memory, unlike the calculating memory, is used for the file systems. Очень важно иметь правильный баланс между вычислительной памятью и файловой памятью в зависимости от того, что выполняется на нашем сервере.
It is very important to have a balance between the calculating memory and the file store, depending on what our server is doing. На версиях IBM AIX до версии 6 установки памяти они были неоптимальны для работы сервера базы данных. On the IBM AIX up to the version 6, the memory settings were not optimum for the database operation. Это мы имеем в виду настройки из коробки, то есть тут как установлена система, так и, в общем, настройки не трогал никто. Here we mean the actually out-of-the-box device when they are just installed and no changes have been made to the settings. Начиная с версии 6, computational memory, вычислительная память настроена нормально. Starting the version 6, the computation memory is set okay. И у нас, что важно для сервера баз данных, which is important for the server of the database. Так как если мы все знаем, что процесс сервера баз данных, брокер, он выделяет огромный объем памяти для кэша. Because we know that the server of the database, the broker, it actually takes a huge amount of memory. И он располагается в вычислительной памяти. And it is allocated in the computation memory. И большой объем файловой памяти для повторного кэширования нам не нужно. And we wouldn't need the huge amount of the file store for the secondary caching. Но если все-таки нам не хватает физической памяти, то VMM выделяет страницы, в swap. And still, if you do not have sufficient physical memory, VMM will be pointing out the paging, the swap. Если у нас достаточно памяти, конечно, такого не происходит, но это не значит, что нельзя обращать внимание на то, где расположен файл подкачки. If we still have enough memory, it does mean that this does not happen, but it does not mean that we shouldn't pay attention to the place where the spooled file will be located. Он должен располагаться на быстром устройстве, и игнорирование этого факта, то есть игнорирование этого требования может привести к тяжелой остановке системы. If this file shall be located on a fast device, and ignoring this fact might cause huge shutdown of the system. Узнать характеристики swap файла поможет команда lsps. To find out the description of the swap file, the command will help us, which is called lsps. Она на презентации. Здесь он. Здесь у меня показан вывод этой команды, и видно, что у меня swap расположен на двух устройствах. Here you can see the statement, and you can see that swap is located on two devices. Тут немножечко некорректная настройка, поскольку первая часть вот этого swap файла, она находится на 512 мегабайт, вот это на медленном устройстве, а остальное на быстром. Here the setting is a little bit incorrect, because the biggest the one part of the file is located on a slow device, 512 megabytes, and the rest is on the other device. Или если мы просто хотим оценить, например, в своем скрипте просто использование paging space, мы можем использовать команду lsps-s. Or if you would like to estimate this in our script, we can use the command lsps-s. Там просто выводится total paging space и процент его использования. So then we can see that the total paging space and percentages of its use. Это была такая вводная по поводу процессора. Следующее, память. That was an introductory part about the processor, and now the memory. Например, для того, чтобы нам оценить информацию об использовании памяти, надо использовать команду svmon. For example, to estimate the information about the use of the memory, we shall use the command svmon. На ее выполнение затрачивается больше ресурсов системы, чем на команды vmstat и ps.
For performance of this statement, more resources of the systems are used than for fulfillment of the command vmstart. Команда svmon собирает информацию о текущем состоянии оперативной памяти. The svmon statement is collecting the information about the current status of the RAM. Но тут надо знать, что если процесс использует shared memory, but here we shall know if the process is using the shared memory, разделяемую память, if the process is using, то сумма всех значений in use, она может быть больше, чем реально используемая память. Then the aggregate sum of everything in use might be bigger than the total shared memory. Ну, здесь для примера я вывел на экран использование памяти команды, использование памяти админ-сервером. Here on the screen you can see the admin server use. Это Java процесс, и здесь можно посмотреть детальную информацию о том, где не находится ли он там в области подкачки и сколько памяти он занимает. This is a detailed process, and here you can see Java process, and here you can see the information. If this process is in the spooling and how much space does it take. Здесь очень простая информация. Process ID, command name, in use, общее число страниц физической памяти, которые он имеет, и paging space, сколько страниц выделено в файле подкачки процесса. Именно выделено, а не он там находится. Here you can see the very simple information, the process ID, the command, the in use, the total number of pages being used, and paging space, it's how many pages are actually emphasized or pointed out, but not how many are within the process. Да, извините, еще я на вопросы я прервусь немножко попозже, когда мы сделаем вводную часть. Хорошо? Is it okay if I answer your questions after I do the introductory part of the presentation? Извините, я просто не заметил сейчас вопросы и уже далеко от этого ушел. Noted the questions immediately and just went far away from them. Наиболее употребляемые ключи, которые вы должны использовать, это... The most usable keys that you should be using are... Это минус G, минус G, глобальный. It's global one, minus G. Он содержит информацию о том, какой суммарный объем памяти и пространства подкачки занят всеми процессами системы. It contains the information about what is the aggregate total volume of physical memory and space of and paging space is occupied by all the processes. Или минус P по процессу, информацию об использовании памяти указанными процессами или всеми. Or the minus P, which is containing the information about the using of memory by the stated processes or by all of them. Или по пользователям, минус U, user. Or by the users, minus U. И пример использования этой команды, например, здесь вот вывод топ-10 процессов. And here you can see the example of how this command is used, for example, top 10 processes. Или мы хотим посмотреть, как у нас используется swap. Or we would like to have a look at how the swap is being used. Вот все, что касается базового такого инструмента svmon. That was all what was about the svmon, the basic tool. Рассмотрим следующую мощную утилиту, которая может применяться для оценки интенсивности использования памяти, vmstat. Let's look at the next very capable utility, which can be used for estimation of the frequency of the memory use, vmstat. Отчет команды vmstat, он содержит очень много статистической информации о нитях ядра, о оперативной памяти, подкачках, дисках, обо всем в общем. The report of the vmstat command is containing a lot of statistic information about the threads of the core, about the RAM, about the spooling, paging, the disk, about everything.
Необходимо заметить, что первая строчка, вот эта статистическая информация, она это усредненное значение с момента запуска системы. It shall be noted here that the first line in this table is the statistic information that has been loaded, which has been averaged from the startup of the system. Эту команду запускают, как правило, с параметрами count и interval. Normally this line can be started up with the count and interval Count commands. это количество сэмплов, которые мы должны сделать. Count is the actual number of samples that we shall do. И интервал это с каким интервалом собирать сэмплы. And the interval means the interval which will be used for collecting the samples. Что можно теперь сказать? Давайте рассмотрим вывод этой команды детальный. So let's have a look at the detailed view of this command. Для того, чтобы узнать, хватает ли системе оперативной памяти и нужна ли настройка, то надо запустить команду vmstat, задав несколько интервалов сбора данных. Как сделано на экране. In order to find out if you have enough RAM and to find out how it works, we shall start up the vmstat command with certain settings of interval, as it is done actually on the screen. Здесь на этом экране рассмотрим сейчас две колоночки PI и PO. Page in и page out. Let's have a look at the two columns on this screen, at the PI and PO, page in and page out. Указанное значение задает число страниц, которые загружаются из пространства по откачке и выгружаются. The stated numbers show the number of pages which are paged in and out from the stated space. Если это значение в большинстве случаев отлично от нуля, if in most cases these numbers are different than zero, то вполне вероятно, что у нас есть какая-то проблема с недостатком оперативной памяти. Then it's probably a sign that we have some problem with the RAM. Естественно, если это всего лишь только несколько значений, то обращать на это внимание не стоит, так как подкачка, она всегда выполняется в системах с виртуальной памятью, что бы мы там ни делали. If it's just a few numbers, then probably it doesn't require our attention quite a lot because because the paging in is actually used in most cases. Дальше колонка, я, скажем, немножко здесь отформатировал, вот она колонка memory. Next column, I have made some small changes here, formatted the column memory. Это колонки, она содержит информацию о физической и виртуальной памяти, то есть всей памяти, которая в AIX контролирует VMM. It contains the information about the physical and calculating memory, those memories that are controlling the IBM AIX. Не calculated, а физическая и virtual лучше. Sorry, not compilation memory, but the virtual memory. В поле AVM, это активная виртуальная память, указано число активных страниц виртуальной памяти. In the number AVM, the number of active pages are stated, the active pages of the virtual memory. Free это отражает среднее число свободных страниц памяти. Free is stating the number of free pages in the memory. На самом деле значение free, оно не позволяет точно оценить объем физической памяти, которая доступна процессам. In fact, the number stated in the free doesn't really give us a possibility to exactly understand the number of pages which can be accessed and processed. Это как бы для IBM AIX, для того, чтобы нам это все... сейчас не будем углубляться в настройки памяти Max Free и Min Free. Если это интересно, я могу рассказать либо попозже, либо сделать просто отдельную презентацию на эту тему, потому что это довольно такой сложный вопрос. We will not be going into details now. This is for IBM AIX, and if someone is interested in Max Free and Min Free, I could give a separate presentation about this. I could talk separately about this because this issue is quite complicated. Следующая page мы
про page in и page out смотрели. Следующие два столбика это FR и SR. So we have already had a look at the columns PI and PO, page in and page out. Let's have a look at the next two, which is FR and SR. FR указывает число страниц, которые освобождают секунду алгоритмом замены страниц, а SR это число страниц, просматриваемые алгоритмом замены. FR is the number of pages which are set free by the algorithm, and SR is the number of pages which are viewed by the algorithm, by the replacement algorithm. Чем больше значение SR по сравнению с FR, тем труднее алгоритму найти подходящие страницы для освобождения. The higher is the SR number in comparison to FR, then more difficult it is to find the corresponding pages for the algorithm. Это тоже может, если эти значения отличаются намного, то это может тоже говорить о том, что у нас есть какая-то проблема с распределением памяти. If these numbers are too different, then this can say to us that we also have some problem with the memory. Ну, то, в принципе, то, что мы должны посмотреть команды vmstat в памяти. Дополнительно мы можем запустить команду vmstat-i. So these are probably all the commands that we can look at the vmstat. Additionally, we can start up the command -i. Она позволяет получить дополнительную информацию об использовании памяти и включает сведения о количестве файловых страниц, page in и page out, то есть число операций загрузки и выгрузки страниц. It helps us to get the additional data about the paging, page in and page out, and the additional information about the pages which we don't see here. И vmstat-s может нам рассказать то же самое о этих страницах paging space in и paging space out. Ну, вот я вывел на экран пример команды vmstat-s. Here on the screen you can see the example, the vmstat -s command. It also can tell us about the paging ins and paging outs. Следующая команда, которая нам поможет для оценки интенсивности использования памяти, это команда ps. The next command which will help us to understand, to estimate the frequency of the memory use is the ps. Она создает отчет с информацией об использовании памяти в указанном процессе. Он содержит информацию, в том числе it creates the report with the detailed information about the use of the memory by the stated process. It contains the following information. Размер сегмента, содержащего исходный текст программы, объем рабочего сегмента памяти, число операций чтения страниц, вызванные страничными ошибками. It contains the information about the size of the segment containing the initial text of the program, the volume of the working segment of the memory, and the share of the memory occupied by this process. Нам необходимо смотреть на параметр page in, число операций чтения страниц, которые вызваны page faults, вызваны страничными ошибками. Это We shall be looking at the page ins. Дмитрий, простите. Это параметр, вернее, это колонка page in у нас показывает число операций страниц, вызванное страничными ошибками, то есть page faults. This page in column is showing us the number of operation of the page readings which are caused by the page errors. И это является характеристикой интенсивности работы. Это показывает нам, что у нас происходит очень много page faults, и у нас память тоже не очень корректно настроена. This is the sign for us that we have some page faults, and that means that our memory is set incorrectly. Так, я тут
Дисковая подсистема, вот дисковая подсистема ввода-вывода AIX. Если мы хотим посмотреть детально ее, So this is the disk subsystem of the IX, I's and O's. If you would like to have a detailed look то at мы this, можем посмотреть статью из старой knowledge base. Вот она здесь указана. Как посмотреть информацию о логических томах, группах и физических дисках на AIX. so then we shall be looking at this article which is stated here in this frame. How do I display information about the logical volumes, volume groups, and physical disks on the IX system? Теперь давайте рассмотрим дисковую подсистему. Let's now have a look at the disk subsystem. Что следует принимать во внимание при сборе информации о дисковом вводе-выводе и какими командами необходимо нам пользоваться? Where shall be focus when we talk about the disk I and O's, and what commands shall be used? Например, не влияет ли интенсивное использование файла подкачки и, собственно, не тормозит ли использование файла подкачки дискового устройства? Можно посмотреть командами vmstat и filemon. We shall, in order to understand if the spooling has any impact and if this file is giving any breaks to the system, we can understand this from looking into the file. Команда filemon также дает ответ на то, где расположены файлы с интенсивным доступом. The command filemon would also give us the answer to the question where the files are located with the intensive access. А также Frequent access. также как влияет накопитель или контроллер, тоже ответит команда eostat и filemon. Also, the question about what is the impact of the compiler and controller, the commands iostart and filemon would be answered. Кроме того, необходимо понимать, что на быстродействие дисковой подсистемы также оказывает влияние ее утилизация, ее настройки и опции монтирования. Besides, we should also understand that on the fast action of the system, the utilization of the file system is important for it, and also its settings and the options how it is mounted. Например, опция no time не позволяет обновлять время доступа к файлу, и в принципе она может значительно ускорить работу с файлами. For example, the no time option doesn't allow to update the time to the time for the access of the file, and it can speed up the operation. Также, что касается AIX, в принципе, файлы журналов файловой системы можно размещать на более быстрых дисковых устройствах. Also, as far as IX is concerned, the file logs can be placed on fast disk devices. Рассмотрим команду eostat. Это аналогично по своей логике команде vmstat. Let's have a look at the iostat command, which is similar in its logic to vmstat. Она позволяет эффективно получить состояние по системе ввода-вывода. It allows for efficient reception of information about the subsystem condition of the IO-AO. Необходимо очень внимательно следить за значениями, которые появляются в колонке TM-Act. We shall pay a lot of attention to the TM-Act numbers. Эта колонка показывает процент времени, в течение которого диск был активен или выполнял какие-то запросы. This column would be showing the time within which the disk was active or was fulfilling any queries. Обычно по опыту загрузка, если приближается к 60-70%, то высока вероятность того, что процессы будут ожидать свою очередь для осуществления операции ввода-вывода. From the experience, if these numbers are getting to 60-70% of the loading, that means that this process will be waiting in the queue for the operation. То есть это может быть первым признаком надвигающихся проблем. So that might be the first sign of the problem appearance. Ну и для того, чтобы сделать правильные выводы этой работы утилита, надо понимать, какое приложение у нас работает и какой способ и какие дисковые устройства у нас используются.
In order to make the right conclusion about the operation of the utility, we should understand what application is running and what devices Ну, то are есть, если мы used. будем, например, делать бэкап базы данных, то мы увидим, естественно, очень большую, практически 100% загрузку дисков, и это абсолютно нормально. For example, if we do the database backup and we see 100% loading, this is absolutely normal. Но если это у нас высокая нагрузка, она не свидетельствует о неправильной работе. Вот, но если, когда идет очень большая передача данных вот, в колонках КБПС, if you have a high loading, it is still not the evidence of the incorrect operation, but if you have a very fast data change, or data transfer in the columns. Но если у нас высокая нагрузка на диск и очень маленький трансфер с диска, But if you have a high load on the disk and very low transfer from the disk, то это говорит о том, что у нас есть проблема, либо это фрагментация тома, файловой системы или вообще какие-то проблемы с диском. that says to us that we have some problems either with the fragmentation of the disk volume or with the disk in general. Кроме того, здесь есть полезная информация. Это терминал in, терминал out. Я, в принципе, не использую терминальные приложения, но вот высокая нагрузка на эти колонки, она тоже может говорить о проблемах в системе ввода-вывода терминалов. We also have here the terminals, terminal in, terminal out. In fact, I'm not using the terminals, but high load on these columns can also be saying to us about the problems with the terminals. Ну, что здесь, например, вот второй пример, вот здесь вот я, если видите курсор, это снятие характеристик при копировании большого файла. Ну, видно, что я не загрузил полностью диск. У меня такой маленький трансфер идет. Here on the second example, you can see the data about the disk, and you can see that I haven't loaded the disk completely. There is some data transfer still going on here. Например, можно вот запустить утилитку EOStat и выводить ее в вывод файла во время копирования большого файла. Вот он здесь, этот пример представлен на экране. You can also start the utility EOStat and show it on the big screen. This sample can be seen also here in the slide. Далее команда EOStat может вводить информацию с разбивкой по одному устройству диску, как вот указано здесь. Это тоже полезно. So the EOStat can also be used for splitting the information into each disk device, as it is stated here in this example. Далее рассмотрим тоже очень тяжелую утилиту FileMon, которая делает трассировку операций ввода-вывода. Let's then look at the very comprehensive utility FileMon, which is also doing the routing of the operations of inputs and outputs. Эту команду надо использовать с осторожностью, так как она практически 100% уверенностью, я могу сказать, она загрузит полностью ваш сервер работы. This command shall be used very carefully, because I can say with 100%, I can assure you 100% that it will download your server completely. В данном примере команда выводит в TXT файл трассировку ввода-вывода всей системы. In this example, this command is showing in a TST file the routing of the whole system. Ну, эта операция пользуется, конечно, с осторожностью, но она очень полезна и помогала при некоторых ситуациях посмотреть проблемные места ввода-вывода. This function, of course, shall be used very carefully, but in some situations it was very helpful to understand some problems with the inputs and outputs. Следующий у нас ресурс, который мы будем рассматривать, это процессор. The next resource that we will be considering is processor. Это, конечно, один из самых быстрых компонентов системы. This is one of the fastest components of the system. Его процессорное время, оно подразделяется на следующие компоненты. Это user time, время пользователя. And it's the processor's time is split into following components. It's user time. Это время, которое вас тратит на выполнение пользовательских задач. This is the time that the processor is
spending for performance of the user's tasks. То есть это основное, за что, в общем, мы платим деньги при покупке процессора. This is the main thing what we pay for when we purchase a processor. Дальше это system time, время системы. Next one is system time. Количество времени, которое система тратит на подкачку, запуск задач по расписанию и другие системные нужды. This is the amount of time the system is spending for spooling, startup of the tasks according to the schedule and other system tasks. Мы никогда не избавимся от этого времени, но мы можем его минимизировать. Оно всегда есть. We can never get rid of this time, but we can minimize it. It's always there. Следующее это wait on I/O, ожидание ввода-вывода. Next one is wait on I/O. It's expectation of input. Это время, которое центральный процессор простаивает в ожидании запрошенного ресурса. This is the time time within which the central processor is down, expecting the response from the resource to which it sends the request. И idle time, время простое. And the next one is idle time. Это сумма времен, когда центральный процессор простаивает. This is the sum of times while CPU is down. Опираться на idle time во время оценки производительности системы не стоит, так как разные системы, они вкладывают совершенно разные методики его оценки, и не надо оценивать производительность на основании этого параметра. One should not rely on this idle time during the estimation of the performance, because different systems would be giving different estimations. So this is not the right parameter to estimate the performance. Какие утилиты будут использоваться для оценки времени процессора? Это известная нам утилита VMstat, первая команда, которую надо запускать. So what are the utilities that will be used for this process? The first one is VMstat, which shall be started up first. Далее можно пользоваться информацией утилиты EOStat. Then one can use the information of the IOStat utility. И использовать сбор статистической информации о работе системы утилитой SAR. And then to use the collection of information, of the static information about the operation of the system by the SAR utility. В принципе, можно использовать и команды EOStat, это я дальше расскажу, но вывод команды VMstat, он более компактный. IOStat command can also be used for this. I will tell you a little bit later about this, but VMstat is more compact. Но оптимальной является ситуация, когда процессор работает 100% времени. The optimum situation is when the processor is running for 100% of the time. В общем случае, суммарное время в колонке, которая указывает VMstat, смотрите, здесь есть колонка CPU. Вот, она... Look, there is a CPU column here. Здесь время US это user time, system time, idle time и wait. Here are the times: user time, system time, idle time, and wait. В принципе, считается, что если суммарное время user time и system time оно меньше 90%, производительность однопользовательской системы не ограничена ресурсами CPU. In fact, it is considered that the user time and system time are less than 90%, then the performance of single user system is not limited by the resources. Это я говорил про однопроцессорную систему. Для многопроцессорной системы это показатель, не знаю, 80%, в принципе, это оптимальный user плюс system time. That was with reference to the single processor system. But when we talk about the multiprocessor system, then the 80% would be the figure that would be all right for the user time and system time. Так, дальше у нас, в принципе, можно эту команду рассмотреть еще несколько колоночек. Я думаю, это я... We can also look at some other columns here for this command.
Ну, немножко пойдем вперед. Используем команду eostat. Let's go a little bit further. The use of the eostat command. Eostat-t. Eostat-t. Значит, мы здесь обнаруживаем неполадки дискового ввода-вывода, которые приводят к снижению производительности. И можно получить информацию об использовании процессора. Это вот это user, sys, idle, eolite. Here we can here we can see some faults of the disk inputs and outputs and reducing the performance, and also the information about the processor can be obtained here as well. These are the columns user, system and idle. Следующее сетевой компонент. So the next one is the network component. Здесь, в принципе, указаны те утилиты, которые необходимы, которые можно снимать метрики работы с сетью. Here are the utilities for measuring the parameters of the network. Ну, утилита ping нам знакома. FTP – это передача больших объемов данных. Например, из dev0 в devnull можно передавать данные. Netstat – проверка состояния сети. So the ping, you are probably aware of this. FTP is the transfer of big volume of data. For example, from dev0 you can get to devnull. And netstat is the check of the network condition. Netpmon – это трассировка аналогичная файл mono, работа сети за период traceroute, и nstat – статистика работы сетевого адаптера. Netpmon is similar to the filemon. It's a routing of the network within a certain period. Traceroute and unstat is statistic of the network. Итак, мы рассмотрели уже такие простые конкретно адресные утилиты, которые работают с памятью, диском, сетью и процессором. So we've looked at the simple utilities which work with the memory, disk and processor. Ну, есть и другие, я их называю как бы общие утилиты. There are also utilities of other type. I call them general utilities. Одна из таких утилит – это утилита SAR. One of such utilities is SAR. Она осуществляет периодический сбор данных о производительности. It makes a regular data collection about the performance. Это на самом деле нам очень помогает, потому что мы уже используем большое число опций там в этой команде. It helps us quite a lot because we are using a lot of options in this command. Можем получить двоичный файл вывода утилит и анализировать его уже на другом хосте. And we can get a binary output utility file, and we can analyze it on a different host. Например, вот в этом примере мы смотрим загрузку ЦПУ во времени. This sample is showing us loading of the CPU and time. Далее команда ниже показывает нам вывод двоичный файл. The commands below show us the binary Он files. именуется здесь в этой команде SAR-out, и дальше этот файл SAR-out копируется на другой хост и уже просматривается этой утилитой на другом хосте непроблемным. So, and this is called SAR out, and it is copied on a different host, and it's viewed there without any problems. Далее SAR может собирать информацию на регулярной основе. Then SAR can also collect information on a regular basis. Например, здесь указан пример сбора информации по определенному расписанию. Here you can see the collection of information according to a certain schedule. Итак, вот мы здесь собираем информацию, а теперь будем ее анализировать. So we collect the information there, and then we are going to analyze it. Вот можно делать отчет SAR-P. Статистическая информация о указанных процессорах. So we can make a report SAR-P, which is a statistic information about the stated processes. SAR-U это выводит информацию об использовании процессора. Мы это видели в примере выше. SAR-U is showing the information about the processor.
We have already seen it. SAR минус Q мы видим размер очереди выполнения подкачки. SAR minus Q is showing us the size of the queue and spooling. Далее по дисковым, по обмену с дисками общая информация SAR минус D. Then the next one is the exchange with the disk, of the exchange of the general information with the disk. It's SAR minus D. Там есть полезные колонки busy, average queue и частота операций передачи данных. There are useful columns there, busy, minus minute, what is this? Дмитрий, какой вторая колонка? Среднее число ожидающих запросов, average queue, наверное, так, или как? Average queue, average queue. Так, дальше, эта утилита очень мощная, и мы здесь получаем периодически данные о системе. This is a very powerful utility, and we get here the information about the system on a regular basis. Далее, утилита Topaz. Next one is Topaz utility. Это такая визуальная утилита, сообщает и собирает наиболее важную стат-информацию о работе системы. This is a visual utility. It collects and informs and gives details about the statistic information about the operation of the system. То есть там можно увидеть общую статистику системы, наиболее загруженные процессы, активные физические диски. We can see the general statistic of the system, most loaded processes, and и эта утилита, она похожа на утилиту top. And this utility is similar to the utility. Эта утилита имеет тоже флаги, например, флаг минус P покажет список наиболее активных процессов. This utility also has the flags, for example, flag minus P. This is the utility of most active processes. Следующая утилита – это nmon. Эта утилита очень полезна. Next utility is nmon, which is very useful. Она очень удобна для мониторинга производительности всех компонентов системы. It is very convenient for monitoring of performance of all the components of the system. Эта утилита доступна для скачивания с сайта IBM, там для разных платформ. This utility can be downloaded on the IBM site for different platforms. Кроме того, что эта утилита, она дружественного пользователя имеет большое количество документации, в ней очень просто разобраться. Additionally to that, that it has it is user-friendly and also has a lot of information. It's very easy to sort it out. Она еще может собирать информацию в файл отчет, и есть специальный инструмент анализа этого файла. It can also collect the information into the report file, and there are special channel for that. And there is a special channel for that. Значит, здесь в примере у нас указано, что вот первая команда nmon собирает у нас информацию в течение одного раза в секунду в течение 1 минуты. Here in the example, nmon is showing that it collects the information within 1 second, every second within 1 minute. Далее эта утилита генерирует файл там имя хоста .nmon, я его просто немножко переименовал. Этот файл необходимо отсортировать командой sort. Then this utility is creating a file hostname.nmon. I have just renamed it a little. Дальше он сортируется и переносится в файл test.csv. И далее этот файл анализируется специальным макросом в Excel. Then this file is sorted and creates the file test.csv, and then this file is analyzed in the Microsoft Excel. Этот файл Microsoft Excel называется nmon Analyzer, и его можно скачать вот по ссылке ниже, там в самом конце. This file is called nmon Analyzer, and it can be downloaded by going by the link to the link which is shown at the very end. Единственное ограничение, вот у меня стоял 64-битный офис, и я не смог запустить этот файл. Он запустился отлично в 32-битном только Excel 10. The only limitation is that I had Office of 16 bytes, and it could only be started up in 32 bytes. Дальше здесь можно
в этом Excel посмотреть отчеты по всем параметрам, важным для системы, загрузка ЦПУ, дисков. Вот здесь указана загрузка дисков. Here this file can show us all the important information about the system, the reports of the CPU, about the disk loading. This one is, for example, showing the disk loading information. Вот это вкратце общих утилит операционной системы IBM AIX, которыми можно мерить производительность системы. So this is that was a brief information about the utilities that can measure the performance of the system. Естественно, о всех этих подробно рассказать за приемлемое время невозможно, но это отличная точка для старта и для дальнейшего самостоятельного изучения. Certainly it is impossible to go into details about each of them, but this is just for the start and for the later study of them by themselves. Кроме того, у нас еще есть же утилита OpenEdge. Мы же запускаем на наших серверах OpenEdge, и мы должны смотреть тоже информацию со стороны OpenEdge. Apart from that, we've got an OpenEdge utility because we start up the OpenEdge on our machines, and we can look at the OpenEdge information. Вкратце, какие утилиты используются для оценки производительности уже среды OpenEdge? Это, естественно, промон, наблюдение за базой данных. Brief information about what OpenEdge utilities are used for measuring the performance of OpenEdge. Certainly it's PROMON, it's monitoring of the database. Далее есть команды для наблюдения, запуска и, собственно, снятия статистики с серверов приложений, name сервера, WebSpeed, агентов и так далее. Then the commands that are used for monitoring of the server applications, web speed and name server, etc. В последней версии OpenEdge значительно расширен вывод команды ASBman, статистика агентов WebSpeed и серверов приложений. The latest version of OpenEdge has an expanded option of the web speed and web applications. И серверов приложений. Например, можно видеть параметр list clients, client detail и agent detail. Это очень удобно, и можно смотреть уже в разрезе пользователей процессов серверов их информацию. For example, we can see the list clients, client detail and agent detail. We can look this information with regard to the users, servers, and study this information in more detail. Далее мы можем снимать stack trace процессов OpenEdge командами progetStack, или kill и специальный сигнал. Then we can get a stack trace of the OpenEdge processes by progetStack or by kill and special signal. На AIX это сигнал 30, на UNIX, по-моему, 10. On IX it's this signal is I think 30, and on Unix I think it's 10. Дальше такие еще сторонние утилиты Юрия Потемкина хотел бы упомянуть. Это очень полезная и удобная утилита сбора статистики Emergency Monitor. Я думаю, он о ней расскажет, не знаю, если вы встретите его на конференции, он вам о ней расскажет. Это утилита очень удобный скрипт. What are the other utilities, the third-party utilities that I would like to mention? It's Юрий Потемкин. Будьте добры, еще раз название, Дмитрий. Emergency Monitor, EMON. Emergency Monitor. Она должна запускаться в проблемных ситуациях и снимает информацию о критических ресурсах системы и записывает ее в файл. It shall be started up in emergency situations and critical situations, and it records this information in a file. Далее еще удобная утилита, я видел там несколько лет назад на презентации Дэна Формана, это ProMonitor. Another convenient utility, I've seen it on the presentation of Dan Foreman, it's ProMonitor. И у
собственно, Progress Software есть специальный инструмент для сбора статистики, оценки производительности, управления. Это OpenEdge Management. And Progress Software has also it's a special tool for statistics for the control of it. It's OpenEdge Management. Вот здесь я решил не рисовать слайды, а решил просто вкратце расшарить экран и показать в песочнице, какие возможности представляет это средство. Here I decided not to make a slide, but just to expand the view and to show you directly this media, what are the possibilities of this device, of this mean. Я установил, установил OpenEdge Management у себя локально. So I've installed OpenEdge Management locally. Что хочу сказать, когда вы будете ставить OpenEdge Management на сервер под управлением операционной системы IBM AIX, вас может ждать очень неприятный сюрприз. You might have an unpleasant surprise when you install the OpenEdge Management. Дело в том, что порт 9090, на который по умолчанию садится OpenEdge Management. The matter is the port 9090, which is the default port for OpenEdge Management. Вот, он используется утилитой Web-Based System Management IBM AIX. It's used by the IBM AIX System Management. И после установки OpenEdge Management, конечно же, не работает. And after the installation, the OpenEdge Management, of course, is not running. Значит, что для этого надо сделать? Для этого надо будет либо зайти в DLC, найти. What shall be done for it? So you should either go to найти DLC, directory properties, find properties directory, и найти там Phantom Properties. and find Phantom properties. Здесь видно, что указан порт веб-сервера. Его надо будет сначала остановить админ-сервер. Then you can see that there is a web server port shown here, so you should either stop it first. Дальше открыть этот файл, поменять порт сервера на какой вам больше всего нравится. Then you should open the file and change the server port by the one that you like most. И дальше запустите админ-сервер, и тогда OE Management будет работать на том порту, на котором вы пожелаете, который вы указали. And then to start up the port, and then the OE Management will be running on that port that you have stated. OpenEdge Management – это очень удобное средство, которое может использоваться для мониторинга и за другими компьютерами. OpenEdge Management is a convenient mean that can be also used for monitoring of other computers. К сожалению, у нас сейчас демонстрация она проходит под русской версией Windows 7. Unfortunately, the demo now is running under the Russian Windows 7 version. И здесь, как видно, у нас процессы есть под пользователем система на русских буквах. And as you can see, the processes are shown here by the user system in Russian letters. Поэтому не удивляйтесь, если я не буду перестартовывать админ-сервер, а просто убивать Java процессы, потому что это баг. So don't be surprised that I don't restart the admin server, but I use the Простите, что я буду их убивать, делать kill процессов. Я не смогу рестартовать админ-сервер. I will not be able to restart the admin server. I will have to kill the processes. Что мы должны сделать? Мы должны ввести
да, быть в прогрессовой среде и ввести команду fmconfig. What shall we do? We shall be in the progress environment, and we shall input the fmconfig. В той машине, где у нас установлен OpenEdge Management, мы должны включить возможность удаленного мониторинга. On that computer where we've got the OpenEdge Management installed, we shall turn on the remote monitoring. Вот мы здесь все прекрасно видно, что у нас она включено, и мы должны перестартовать админ-сервер. So now we can see that everything is turned on, and we shall restart the admin server. Сейчас мы его, скажем так, перестартуем. So now we will restart it. Так, из консоли он был почему-то в состоянии записи. Ладно, посмотрим. Значит, нужно узнать. Вот мы включили, как здесь видно, удаленный ремонт мониторинг. И давайте сейчас пойдем на сервер, где у нас стоит. We are using remote monitoring here. Now we are going to the server. Где у нас стоит тоже OpenEdge. Я здесь для... Now we've got the server OpenEdge. Я для простоты буду все делать под рутом. Так, мы должны здесь подключиться к OpenEdge серверу. Итак, so here we need to connect to OpenEdge server. Мы вводим команду fmconfig, указываем хост, к кому мы должны подключиться. Указываем имя своего контейнера. Ну, давайте это будет контейнер тест. We show our container's name. Let it be test. Нет, укажу по названию сервера. Так, и Okay, I'll show the server name. Да. Что здесь происходит? Идет установка Sonic MQ 6.1. So what is happening here? It's the installation of Sonic MQ. Sonic MQ. Так, здесь, видимо, установка не идет. Here we can see that installation is not running. Так, итак, ладно, давайте я просто, чтобы не терять время, расскажу тогда о возможностях OpenEdge Management. Что у нас здесь есть? OpenEdge Management собирает информацию о любом показателе, который мы в нем определим. So not to waste the time, let me just tell you about the OpenEdge Management. It collects the information about any parameter that we define in it. Сохраняет ее в базе данных. It saves it in И the на основании database. этой информации мы можем строить отчеты. And based on that information, we can make the reports. Дальше мы можем производить конфигурацию как и локальной машины, так и компьютера, так и удаленных компьютеров, на которых стоит OpenEdge.
We can make a configuration both for the local machines and also on the remote computers, which have the OpenEdge Management installed. Мы можем производить удаленные задания, то есть мы можем выполнять по расписанию работы как на нашем компьютере. We can do the remote tasks according to a certain schedule, both on our computer. И на других компьютерах, где установлен OpenEdge просто и подключен к OpenEdge Management. And also on other computers which have the OpenEdge installed and linked to the OpenEdge Management. Грубо говоря, получается служба одного окна, да? Saying in simple words, it's one Windows service. Это очень удобно и позволяет не только администраторам, но и как бы доверенным лицам смотреть за производительностью системы и выполнять некоторые работы. It's very convenient. It allows for monitoring by the administrators of this system and also by the authorized persons to look at the performance of the system and other things. Кроме того, мы можем генерировать сообщения об ошибках, об нехороших ситуациях настраиваемые. Их можно отсылать пользователям и администратору. Besides, we can generate messages about the failures of the system, and those messages can be sent to the administrators and users. Дальше мы можем хранить эту информацию довольно-таки долго в базе данных и использовать его для где-то на месяц назад для всяких статистических отчетов по доступности системы. We can store this information for quite a lot of time in the database, and we can use it, say, like for 1 month ago, and for different statistics reports. Вот, прошу прощения за то, что я как-то не так, хотя вчера вечером все работало, этот эффект такой презентации. Вот, я очень далеко залез за время, и, наверное, все-таки сделаю другую презентацию. So that was it. Sorry that didn't run as I'd like to show it. Yesterday everything was fine, and sorry that I've overrun the time which was planned for it. Probably I will make another. Да, я сделал отдельную презентацию, размещу на сайте, и все, кто захотят, они могут ее получить с сайта. Наверное, это все. Это Yes, I'll probably make a different presentation, and I'll place it on the site, and everyone who is interested, who would like to get it, can get it from the site. Probably that's all. В заключение я хочу сказать, что я рассмотрел только базовые утилиты и базовые направления, по которым в дальнейшем те, кто хотят, они могут копать и узнавать более другую дополнительную информацию. At the end, I would like to say that I have covered just the basic utilities and basic areas, and this is just basic information, and for those who is interested and who would like to dig deeper, so to say, they can study it by themselves, and they can get any other information about them. Да, наверное, все. Да. И если есть какие-то вопросы? Yes. Probably that's it. And if you have any questions? Тут был вопрос по тому, что LSPS актуально для любой Unix-системы. Я сейчас не скажу, можно посмотреть, если эта команда... There was a question about LSPS, if it is topical for any of the Unix system. I cannot say it at the moment. Да, она есть в AIX, это точно, насчет Linux нет, наверное. It is for sure in the AIX, but probably not in the Unix. Большое спасибо. Мы тогда на этом закончим.
Больше вопросов нет? Да, хорошо. Еще маленькое дополнение. В той презентации, которая есть, у меня там есть комментарии, где довольно-таки детально описаны все команды, ну, просто чтобы не только с голоса там смотреть, если кому-то это захочется пересмотреть еще раз. В комментариях к презентации есть много текста. Да, презентация доступна в общей области для скачивания, то есть можно ее скачать, посмотреть. Презентация называется DMI PPTX, и она в общих файлах доступна. Ну да, если есть вопросы, да, пишите, отвечу. Большое спасибо, Дмитрий. На этом мы утреннюю сессию заканчиваем, и я приглашаю вас всех присоединиться к нам сегодня в 17:00, где вы встретитесь с Томом Бастом, который нам расскажет о худших практиках в администрировании баз данных.